Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сразу организационные моменты. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Я туда дублирую все видео. И также я рассказываю про жизнь в Испании, про котиков, если вам интересно. У меня двое котиков, которые мы подобрали с улицы, и одна, которую мы еще привезли из Питера. И, конечно же, делюсь своими первыми парфюмерными впечатлениями, либо какими-то новостями, которые я узнала. Ну, в общем, всем парфюмерным, что случается прямо вот сейчас со мной. И промокод в рандеву 10 Victory дает скидку в 10% и суммируется со всеми акциями и скидками, которые уже есть на сайте. Я обожаю в рандеву. Там можно найти ароматы по хорошей цене. Там потрясающие отливанты, они не выпариваются, они выглядят очень красиво, вот так как travel-версии очень часто выглядят у брендов. И у них появились арома-боксы с отливантами, с футляром для самих отливантов. Это очень удобно. Ванье де Таити, Перис Монте-Карло. Аромат, про который я очень долго думала, купить ли мне его, потому что это целый флакон, вслепую 50 мл, 30-ок не было, отливантов не было, пробников не было. В общем, мне ничего не оставалось, как заказать этот аромат вслепую, либо отказаться. Почему я его очень хотела и даже решила так рискнуть? Это такая природная таитянская ваниль. Я читала много отзывов, и я читала, чем пахнет вот сама эта таитянская ваниль. И соединив все вместе, я поняла, что этот аромат правда имитирует аромат вот этой самой настоящей таитянской ванили. Это очень необычно. И описать этот аромат с одной стороны вроде бы просто, да, пирамида, которая написана на фрагрантике, она во многом честная, да, без какой-то излишней фантазии. Но с другой стороны, она же не описывает, как это все вместе звучит. Это, представьте себе, да, вы находитесь на острове, где цветет, растет та самая таитянская ваниль, вы срываете ее, и вы чувствуете, так вот разминаете в руке и чувствуете аромат цветка. Я, честно говорю, никогда не нюхала чампаку, да, и иланг-иланг в их таком свежем состоянии, только вот сорванном. Нет, конечно. Но из моего ольфакторного опыта природного я знаю, как пахнут белые цветы, какие-то вот такие свежие, не тубероза, не жасмин, а какой-то вот белый цветок, который ты разминаешь в руках. Оттенок вот такой жасминовой, кстати, индольности, он прям вот на таких минималках есть, прям вот и в самом начале, и при этом ты чувствуешь, что это цветок. То есть с самого начала ты чувствуешь, что это индольность. Вот уже сейчас не чувствую. Чувствовала прям, когда первый раз нанесла. Сейчас как-то сразу чувствую, что это именно цветок, это его свежесть, это его мякоть. И при этом ты вот так вот разминаешь и чувствуешь, что исходит аромат ванили. И есть еще здесь, это, кстати, в пирамиде не заявлено, я чувствую, как будто бы корень фиалки или ириса. Вот такая есть оттенок свеженапечатанной продукции, вот этой краски. Он есть в этом аромате, но опять же, да, я вот просто это описываю, чтобы передать, чем это пахнет, потому что это однозначно не в чистом виде свеженапечатанный там глянцевый журнал или что-то такое. И это все вместе. И это настолько натурально и природно. И оно, когда вот усаживается аромат, вот уже сейчас он начинает усаживаться, он звучит цельно, он звучит округло. И это ни на что не похоже. Это не про ваниль кондитерскую, это не про бурбонскую мадагаскарскую ваниль, которой сейчас очень много. Это прям как будто цветок, он вот одновременно пахнет и цветком, и ванилью. Ну, это вот правда по описанию, это то, как я читала, описывают саму таитянскую ваниль. И это настолько красиво, это настолько ни на что не похоже.
И это так сбалансировано, как только природа может создать. Это одновременно и цветочная свежесть. Тут заявлен иланг, но это не тот иланг, который, знаете, такой ретро отдает, или вот мне вообще советская парикмахерская отдает. Нет, нет. Вот, может быть, кстати, это он дает вот эту ноту, которую я путаю с фиалковым корнем. Настолько красиво. Я вообще ни капельки не пожалела, что заказала его. Я получаю одновременно удовольствие от самого аромата, а еще вот это вот такое парф-любителя, парф-маньяка, восторг от того, что это то, чего я ни разу нигде не встречала. Этот бренд Paris Monte Carlo, он, мне кажется, очень недооценен. Хорошо, что он в цене недооценен, как, допустим, Том Форд дооценен, да, или даже переоценен в каком-то смысле, а он именно недооценен вниманием, да, внимание, которое к нему уделяется. Я просто искала отзыв, когда на YouTube хотелось вот человеку в глаза посмотреть, как он реагирует на аромат. Очень мало отзывов, очень мало. Я просто пересмотрела все и на испаноязычном, и на русскоязычном YouTube, и даже какие-то на англоязычном, хотя с английским у меня хуже, чем с этими двумя предыдущими языками. И очень мало отзывов. С другой стороны, да, это всегда хорошо, потому что этот аромат уникальный. Уникальный, и не будет такого, что ты... Маленькая вероятность, что ты где-то еще встретишь этот аромат. Это очень необычно. Если у вас есть возможность попробовать где-то, да, то хотя бы попробуйте. Конечно, я не могу советовать, что бегите все, покупайте вот прямо сейчас вслепую флаконами. Ни в коем случае. И, кстати, у этого аромата, по-моему, еще есть версия экстракт или духи. Вот сейчас мне прям ее тоже захотелось. Там по отзывам больше ванили чувствуется, чем цветов. Здесь, правда, вот одновременно и то, и другое. Даже кто-то писал, что этот аромат больше к цветочным, чем к ванильным относится. Кто-то писал, что к ванильным. Ну, для меня это вот прям, правда, 50/50. Это настолько необычно, да? И это не так, когда у нас ваниль в базе звучит, например. Это прям все вместе. И, друзья, мне было супер любопытно потестить этот аромат. Это Сехер от Латафа. Это я рассказывала вам, что я увлеклась ванилью, да, поэтому сегодня много ароматов с ванилью. И этот аромат как будто бы похож на Tom Ford Vanilla Sex, но при этом он как будто без вот той индольности, да, чрезмерной. Потому что, в принципе, когда я чувствую вот индол вот здесь в таитянской ванили, я чувствую, что это именно цветочное, да, это его аспект, это придает натуральности. А вот Vanilla Sex у меня прям сильно не зашло, потому что он стартует такой вкусной миндальностью, а потом вдруг звучит вот этот аромат для меня, он какой-то конюшни, да, вот такая индольность конюшни куда-то отсылает, и она просто, ты не понимаешь, откуда она туда взялась. Ну, почему, да, вот как в этом вот вкусном миндальном облаке появляется вдруг вот это вот, ну и ваниль, конечно, там тоже есть, да, вот. В общем, мне очень сложно было пережить на себе Vanilla Sex. Не отрицаю, что кому-то, да, это по-другому звучит. И я решила попробовать вот этот аромат, но, вы знаете, он мне тоже не очень-то и зашел. И я очень рада, что я не заказала сразу же флакон, потому что такая у меня мысль мелькала, он не очень дорогой. И я думаю, ну, может быть, сразу флаконами брать. Нет, я решила хотя бы от Левантом ограничиться. Он с рандеву, он недорогой. И, в общем, почему-то я думала, что мне должно понравиться. Потому что вот эта ваниль, мягкость, вот эта миндальность, Vanilla Sex мне нравится. Но здесь, вот здесь как раз вот этого аспекта и нет. Тут нет и индольности той самой, никаких конюшен. Но тут я чувствую, как будто бы есть какая-то сгоревшая деревяшка. Или какая-то вот такая горечь в аромате. Что-то я не могу это описать, для меня это что-то синтетическое. Но, может быть, он полежит, может быть, он придет в себя, потому что они
ко мне доехали 3 дня назад, может быть, еще надо время, я не знаю. Но сейчас, да, я чувствую, что тут есть ваниль, есть что-то оттенком, намеком, напоминающее Tom Ford Vanilla Sex, ну прям вот каким-то оттенком и намеком. И в шлейфе, да, вот так вот не надо делать, вот так вообще нет ничего. Так вот я чувствую вот эту вот синтетическую какую-то ноту. Я еще, конечно, поношу, подожду, может быть, еще мне понравится, да, потому что, ну, ваниль, Vanilla Sex Tom Ford, она, ну, вот она такая мягкая, она, не сказать, что вот это гурманская и вкусная, нет, она мягкая, как облачко, да, и если бы, правда, из нее убрать индол, то мне бы она очень нравилась. Все-таки, может быть, он как-то отдохнет. Говорят, что арабские ароматы, Латаф же это араб, что они вот должны полежать, должны отдохнуть, набраться там сил, мощности, сбалансироваться, может быть. Да, дам ему еще время, еще вернусь к нему. Это вот веду Secret Messy Sexy Just Rolled. Я думала между этим ароматом и вот веду In Paris a Secret. Господи, не знаю, что ты сказала, я все по-английски или где-то все-таки по-испански. В общем, мне больше понравились по отзывам, да, именно по отзывам тот аромат. А тот аромат у меня в целом флаконе, я еще его не распаковывала. Вообще я в своем телеграме-канале показывала, сколько мне ароматов привез муж из Питера. Там много, но я решила их постепенно открывать, потому что если я открою сразу все, меня разорвет на части, да, чем пользоваться. Тем более я вот прям настолько в восторге от этого аромата. Ой, хотела микрофон его приложить. Настолько я в восторге, что я не хочу пока ничем пользоваться, да, ну и тем более вот эти я все-таки тестирую. В общем, давайте вернемся. Messy Sexy Just Rolled. Этот я все-таки решила взять в Атлеванте и поносить, потому что по отзывам мне этот аромат напоминал аромат от Reminiscence. Он тоже такой немножко миндально-молочный, цветочный. Вот мне казалось, что они где-то вот рядом. И, ну, не так далеко я от правды ушла, потому что что-то у них есть, да, вот они, скажем, из одной серии. Но этот звучит погуще, и у него есть такие переходы, да, от верхних нот к базовым нотам, потому что вот в том Reminiscence он звучит как-то сразу, вот как-то вот он как вот начал, так и продолжает, он сильно не меняется к концу, к раскрытию, а здесь начало, я прям удивилась, я нанесла на себя, я прям посмотрела еще раз на название, не перепутала ли я, не взяла ли что-то другое, он стартует прям таким кремом, да, именно кремом там для тела, например, да, или даже с оттенком крема для бритья. То есть я чувствую в этом аромате, в верхних нотах не заявлены ни роли, тут персиковый цвет заявлен, но я это чувствую как такой свежий цветок. Ладно, не роли, это не цветок, это уже обработанный апельсиновый цвет. В общем, не роли. Чувствую именно как не роли свежие. И цитрусовость чувствую, и вот в то же время кремовость. Но не путайте, это не про сливочность. И вначале он звучит, ну вот прям свежо звучит. А потом он начинает меняться постепенно, появляется немножечко сладости, немножечко такой оттенок сливочный ириски. И к концу, к базе я просто этот аромат уже не узнала. Он на мне звучит как миндальные печеньки с таким сливочным карамельным оттенком. Прям вот сладко и, ну, не приторно, а вот, ну, сладость чувствуется. И даже, я говорю, вот какие-то печеньки, да, уже мне стали чудиться. То есть он более гурманский. Не сказать, что это про гурманику, но вот появляются прям такие однозначные, четкие ноты гурманики. Меня очень это удивило, что он, кстати, стойкий, но вот он не будет таким прям заполнять всю комнату, супер шлейфовым. Нет, но он достаточно стойкий.
То есть я его прям чувствовала, вот я утром его на себя нанесла, и к вечеру я все еще вот, уже поднеся вот так руку, я чувствовала те самые миндально-ириско-карамельно-сливочные печеньки. В целом аромат интересный, в целом он мне понравился. И чем-то даже вот он мне напоминает к концу своего звучания какой-то аромат, который у меня есть. И я никак не могу определить, что это. Что это? Это что-то с миндалем. Это... прямо сейчас дошло. Вот прям к базе, да, вот когда он уже очень-очень тихо звучит, он напоминает мне чем-то италику, которая тоже очень-очень тихо звучит. То есть вот это прям доза такая италики, вот там тоже есть и миндаль, и как будто какие-то печеньки, и сливочность именно к базе. Такая акварельная италика. Вот что мне напоминает на самом деле. Я прям сейчас с вами это вместе до этого дошла. Удивительно. То есть то, как стартует аромат и то, чем он заканчивается, это просто целая история. Да, аромат, в принципе, мне в целом понравился. Но я не знаю, я почему-то не хочу флакон, да. Мне вполне вот хватит вот этого от Леванта. Не знаю, может он закончится, когда мне захочется к флакону все-таки прийти. Но пока вот так. Очень приятный аромат. То есть я, даже если бы я вслепую заказала флакон, я бы совсем не пожалела. Но мне кажется, что, возможно, вот настроение сейчас такое, что прям очень часто я бы его вряд ли стала носить. Хотя он довольно универсальный. Он вполне подойдет на каждый день. Но мне сейчас хочется чего-то прям интересного, да, вот это вот просто вот это восторг, и хочется чего-то вот прям вот такого. Аромат классный, но сейчас мне надо просто другое. И вот другое, это у меня уже маленький от Левантик аромат Росенто Матео Floral Amber Sensual Mask номер 5. Очень я читала на него неоднозначные отзывы. Тоже хотела сразу хватать флакон, потому что, знаете, иногда слушаешь, смотришь какого-то блогера, читаешь, там все такие: ой, вау, боже мой, ты такой: все, бегу, покупаю. И потом какой-то один находит, что это ужасно. Пожалуйста, в этом аромате никогда не подходите к людям. Да что вы тут все пишете, это же кошмар. И ты такой: может, все-таки не стоит сразу хватать флакон. И еще этот аромат похож на Animalic от Byredo. И тоже я думала, он дешевле, чем Animalic, и я думала, может, взять его, потому что я хотела Animalic. В общем, решила не рисковать и взять вот этот вот маленький от Levant, но на самом деле аромат классный. Он одновременно про цветы, такие свежие цветы, яркие цветы. В нем есть кислинка какая-то. Я, кстати, не понимаю, что ее дает. То есть это не прям какой-то цитрус такой однозначный. Нет. И кожаная нота. Кожу я вот тут чувствую хорошо. Но она не дегтярная. Нет, это скорее специевая кожа. И она она ощутимая, но в то же время она деликатная. То есть это как будто бы ты в куртке, да, вот в новой, в такой мягкой, замшевой, какого-то бежевого или такого коричнево-рыжего оттенка. И при этом на тебе какой-то цветочный, абстрактный, свежий аромат. Вот такое сочетание. Кстати, чуть-чуть меня уносит к ателье Колонь Мимоза Индико, только этот аромат яркий. Тот приглушенный, интимный, а этот очень яркий. Я нанесла буквально вот на запястье, да, и я заполнила собой всю машину этим ароматом. И ходила, при порыве ветра я слышала только его. А на мне тогда, когда я тестировала, были еще другие ароматы. Он просто все ароматы другие заглушил. Он яркий.
он броский, и говорят, что это сексуальный аромат. И я, наверное, соглашусь, есть в этом сочетании кожи и цветов, и свежести вот этой, что-то такое волнующее. Мне кажется, что это прям на весну очень классный аромат. Мне понравился, и я думаю, что, наверное, все-таки когда-нибудь мне понадобится флакон. Но у меня еще есть от Levant Byredo Animalic, который я только тестировала тоже на запястье. Я вот его хочу поносить. Так, и еще один аромат. Это Clive Christian 1872 Feminine. Он очень интимный. Он очень тихий, я вот его не слышу громко, и это при всей вот этой его вроде бы какой-то тихости, тишине, господи, при всей его деликатности, он очень сложный аромат. Я почему-то читала в отзывах, что это вот прям цитрусы, такой цитрусовый аромат. Но для меня я не скажу, что это именно прям конкретно про цитрусы. Для меня тут очень сложное сочетание, да, цитрусовых нот, какой-то терпкой немножечко зелени. Тут есть какой-то такой аспект, который почему-то мне напоминает Gucci Rush. Там мох, да, и белые цветы. А тут я не знаю, что дает вот такую базу. Очень сложный аромат. Очень он не звучит чем-то вот конкретным, да, цветами или цитрусами, или, я не знаю, печеньками, ванилью. Он правда звучит дорого, если на вас его почувствует. Да. Кто-то может понять, что это пахнет дорого, но он интимный, он сидит близко к коже. Он спокойный, он на каждый день. И, ну, я не знаю, мне кажется, что когда люди покупают такой дорогой аромат, не все, не обязательно, ну, про нас, про маньяков вообще это к нам не относится. Мы покупаем, когда аромат, нам часто важнее, чтобы нам понравилось, мы получили удовольствие. Но люди, когда покупают, да, просто чтобы пользоваться, такой дорогой аромат, все-таки они хотят, чтобы он прям был очень ощутим. Ну, он чувствуется. То есть не сказать, что это какой-то вообще, как, не знаю, как, ну, это парфюм, который для кого-то вообще просто спиртом или водой пахнет, вообще ничем. Нет, этот, конечно, ощутим. Конечно, он ощутим. Вот я так рукой, когда размахиваю, чувствуется, но он как-то на мне очень быстро сел близко к коже, и я уже его не находила. Вот. Но это определенная категория ароматов. Мне кажется, это тот самый аромат, я бы его отнесла в тихую роскошь. Мне очень нравится, что он звучит абстрактно, он звучит чистотой, он звучит приятно. Хочется за таким ароматом пойти и понять, что это такое. Такой вот правда, его можно на каждый день, куда угодно. Если на вас его почувствуют, то, скорее всего, человек испытает какие-то больше приятные эмоции. Да? Ну, ароматы индивидуально, всегда может кому-то что-то не понравиться, но в целом, скорее, он вызывает приятные, положительные эмоции. Иногда даже, знаете, такой аромат может работать не ярко, неосознанно, да, скажем, минутка психологии. То есть, когда кто-то чувствует однозначно вот этот, допустим, аромат, да, таитянскую ваниль, такой ванильно-цветочный, он понимает это, его мозг это как-то сразу обрабатывает и как-то там куда-то относит это, нравится, не нравится, то этот аромат, его просто сразу же даже не разгадаешь. Вот его даже сразу же не замечаешь, но он вызывает вот это вот приятные такие какие-то внутри ощущения, да, ну вот именно когда мы чувствуем. Я обожаю ароматы чистоты, и вообще, когда я чувствую какие-то чистоту в воздухе, даже
когда, знаете, заезжаешь, вот, например, в отель, и там очень хороший отель высокого уровня, и ты заходишь, и там все обработано какими-то уже средствами, да, и вот этот вот аромат именно чистоты в отеле, меня он прямо успокаивает, меня прям чистота успокаивает, и такая, все хорошо, все вокруг чисто, никакие бактерии на меня не нападут, не съедят, я могу расслабиться в этом месте. И я, конечно, это не осознаю, у меня нет такой мысли в голове, такой цепочки логической. Ну, просто это все происходит там внутри, да. Я чувствую, что вокруг чистота, именно запах для меня это очень важно. И мне становится спокойно. И вот этот аромат, он такой же. То есть вы заходите, и всем становится все как-то очень спокойно, ясно, и они сами не знают, а что случилось, что изменилось, а это вы пришли вот в этом аромате. Ну, если, конечно, они ощутят его, да, он не будет прям заявлять о себе. Я тут, смотрите, вот я. Не диффузор, в общем, это для комнаты. Диффузором быть не получится. Вот, друзья, вот такие у меня получились ароматы. Я покрасилась. И, честно говоря, это не очень... Это еще не последняя стадия. Я хочу еще светлей. Вообще хотела светлей. Получилось, как вы видите, темней. Но потому что это процесс. Это процесс, будет еще светлей. И вот я смотрю на камере, в принципе, все красиво. Но поверьте мне, в жизни этот цвет не очень сочетается с моей кожей. И поэтому вот буду еще осветляться. И еще ко всему прочему, опять же, да, наверное, я уже всем прожужжала уши про мою челку, про мою каре, и опять сижу с кудрями, потому что кудри, чем они хороши, вот эти вот мои, да, природные, они любой косяк окраски, они его скрывают, да, они вот так вот еще завьются, на них так свет начинает играть, в общем, они скрывают любой косяк окраски, стрижки, чего угодно. Вот в этом их большой плюс в кудрях. То есть они изначально не предполагают, что это будет, да, что это такое графичной формы, очень четкое, очень аккуратное. Они изначально предполагают, что все как-то немножко вот так вот. Поэтому в этом их плюс, да. Поэтому вот так вот. Все. Спасибо, друзья, что были со мной. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Не забывайте про мой промокод Рандеву 10 Виктори. Обязательно его применяйте. И будет вам лучшая цена. Все, друзья. Желаю вам обязательно быть роскошными, счастливыми. Я вас всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Thank you.